да. Значит, ну вот мы уже обсуждали это с вами на прошлой беседе, что вот эта борьба с ангелом, ну, это как бы борьба с собой, есть разные версии. Вот я высказал свою версию, что моя версия это вот, что он, может быть, где-то внутри дрогнул, понимаете, дрогнул в том смысле, но я бы его понял, этот интеллигентный человек, и сейчас мы об этом еще будем говорить, приходит домой с семьей, с любимыми людьми, со стадами и так далее, и непонятно, что будет, понимаете, вот где-то внутри мог дрогнуть, и вот Бог его таким образом испытал, в общем-то. Вот. И я хотел бы на две вещи обратить внимание, очень так вот, ну не только на две. Обратите внимание, ребят, а, когда он пришел в город Шхем и купил часть поля, да, смотрите, как подчеркнуто, так сказать, купил часть поля. То есть выстраиваются новые взаимоотношения, понимаете? Авраам купил вот эту самую пещеру. Хеврон, да, Да, пещера Махпела возле Махпела, Хеврона. да, совершенно верно. Здесь он даже не пишет это самое поле купил, там землю купил, часть поля купил, чтобы раскинуть шатры, понимаете? И тоже купил вот это, и прямо указано 100, по-моему, монет, если я правильно помню. Тоже рядом лежит, могу посмотреть. То есть вот это как-то и тоже вот, да, за 100 монет, правильно я помню. Ага. За 100 монет, видите как. И мне кажется, что это вот, как бы сказать, выстраивается вот новая система порядка, так сказать, миропорядка, я бы сказал даже, да. Вот. И тогда возникает такая целостная картина. Мы сейчас еще будем какие-то детали обсуждать, но вот эту целостную картину, на самом деле, какие-то ее фрагменты я понимал там и 5, и 10, и 20 лет назад, а вот сегодня она у меня действительно складывается в некое такое, понимаете, мозаика сложилась в картину. Так сказать, красивые куски мозаики сложились в картину. Вот все эти предыдущие главы, они подводят нас к тому, что вот возникает новый миропорядок, так сказать. И вот этот миропорядок устроен вот так. А на самом деле, который тянется 5000 лет. Вот. Вот это тоже, значит, да. Потом вот это я тоже хотел обратить внимание, это реакция Якова, когда эти Шимон и Леви пошли, значит, убивать этих, ну, в смысле, уже не пошли, а уже пришли, так сказать, после того, как они убивали там людей. Вспомните, тоже реакция удивительно интеллигентного человека, вообще говоря. Понимаете, он даже, я бы сказал, в каком-то смысле в растерянности, да? Вот. А следующее, я говорю, у меня сейчас таких прорывных, наверное, идей нет, так сказать, вот, ну, вот там, это смерть Рахели опять вот подчеркнуто, так сказать, похоронена там-то, да, и дальше идет, смотрите, 40 пасуков я посчитал просто, потомки сыновей Ицхака. Понимаете, я думаю, что это вот как раз, как бы это сказать, это нас привязывает к тому, что есть семья, понимаете. Вот тоже вот до этого ведь тоже были такие вот перечни, да, вот сыновья Ицхака там и так далее, и так далее. А сейчас это, ну, по размеру это 40 пасуков, я просто сел честно посчитал, понимаете. И меня это поразило, понимаете, это вот на самом деле, это еще одно звено этого миропорядка, так сказать, семью надо знать, понимаете, вот семья была такая.
Вот. Ну вот, собственно, это то, что я прочел. Ну и, как сказать, есть еще личное такое вот восприятие. Это личное восприятие вот от всех вот этих частей Торы, где Яков там веет такой удивительной интеллигентностью. Это вот действительно был совсем как... Он был немножко другой. И вот теперь представьте себе то время, да? Это даже удивительно, да, ведь, что вот явный такой интеллектуал, который не бросается хвататься за меч при каждом случае, понимаете, не кричит, так сказать, там, всех перебью. То есть вот совсем другое поведение. Ну вот, да, вот это уже личное такое прочтение, которое меня действительно очень трогает. Это всегда трогало, кстати. А сейчас я уже совсем новыми глазами взглянул, да, вот другой. Мгм. Ну вот, собственно, это вот то, что я хотел отсюда прочел сейчас. Вот. Если я не думаю, что я сильно много чего-то нового сказал, поскольку это все, наверное, в той или иной форме как-то это обсуждалось. Ну, вы знаете, если мы возьмем комментарии, их много, до сегодняшнего дня пишутся. Если мы возьмем комментарии, то мы увидим, что чаще всего задаются вопросами, комментаторы задаются вопросами значения деталей. Мало кто говорит концептуально. Это очень редкие комментаторы, которые могут взять либо главу в целом, либо сюжет в целом. Как правило, это какие-то детали, как нужно понимать. В основном, вот особенно после Раши, это в основном грамматическое понимание текста. Предполагаю, что мы эмоционально окрашиваем сами. Ну, комментатор предполагает, что мы вот... Главное не ошибиться в прочтении, и, может быть, вот чуть-чуть нас направляют. И каждое поколение по-своему видит эту картинку. Потому что вот когда сейчас вы стали говорить о реакции Якова на поступок Шимона и Леви, она такая же робкая, ну, скажем так, робкая, как и при встрече с Исавом. Потому что с Исавом я боялся, что ты меня убьешь. И в данном случае он тоже говорит, я малочисленен и уничтожит всю мою семью. Вот у нас туда появляется характер. До этого, до этих двух случаев, характер Якова, в общем-то, ну, скажем так, не то чтобы бесстрашный, но не показывается. Хотя, может быть, еще случай с отцом, когда мать его уговаривает одеть шкурку, потому что на руку и на шею, потому что он говорит, он же меня узнает. То есть тоже немножечко, так сказать, побаивается. Ну вот человек осторожный, скажем так, осторожный проявляется. И мало кто будет говорить об осторожности вообще, об осторожности Якова. Таких комментариев нет. Тем более об его интеллигентности, тем более о его, так сказать, об интеллекте будут говорить, потому что предполагается, что он учился в ешивах. Это комментарии всегда будут подчеркивать, что он ученый человек, то есть разумный и образованный. Но вот личностное качество, ну, наверное, правда, и не обсуждались. Бывают ли сомнения вообще у наших героев, или они всегда прямодушные, они всегда уверены, как, например, Авраам, о том, что Всевышний с ними? Да нет, конечно, нет. Наши все герои, это то, что подчеркивает комментарий, как раз вот концептуальный, всеобщий комментарий такой говорит о том, что все герои Торы даны с достоинствами и недостатками. Они очень человечны. Почему? Чтобы потом, то есть потом это мы, чтобы потом человек не мог сказать, ну, конечно, это же Авраам, он мог, а я нет.
Это же Ицхак там, или Яков, или Моше. Они могли, они были героями, они были великанами духовными. А я такой, я не могу таким. Поэтому герои специально даются вот с недостаточком, который нам присущ. Нам присущ. И мы говорим, ну если у Якова это было, то, может быть, и мне не стыдно проявить робость или проявить осторожность какую-то. Может быть, вот потому что это вообще, так сказать, сама Тора говорит о том, что это грех. Грех не преодолеть. Грех не преодолеть. А сами чувства, естественно, человеческие чувства у всех наших предков присутствуют в той или иной мере, у каждого свой. Мы об этом говорили часто, о том, что вот некий тип характера передается из поколения в поколение, благодаря нашей литературе еврейской, передается как ценностное, нечто ценностное. И поэтому мы учимся у всех героев, мы учимся, что он смог преодолеть вот то, что возникает во мне, и я смогу преодолеть. Это очень важно. Знать, что на примере этого человека я тоже имею шанс, по крайней мере, знать о том, что это преодолимо, и страх в том числе, и сомнения в том числе. Это очень важно. И когда мы говорим с вами о характерах и о ценностях человеческих качеств, которые передаются нам как примеры, то мы в том числе можем говорить еще и о других ценностях. Мы упоминали их, других. Это уже не характерные, не человеческие, вот то, что мы на себя примеряем и себя сравниваем, а ситуативные. Это, знаете, как есть в современной литературе, есть разделы, это волшебные сказки, которые говорят мы упоминали это уже, которые говорят о каких-то древних мировоззрениях, а может быть и часто такая идея утверждается, религиях. То есть волшебные сказки – это некое представление о мире, закрепленное вот в чудесной форме. После них идут бытовые сказки. Бытовые сказки – это как себя можно вести в той или иной сложной ситуации. И третий раздел сказок – это сказки о животных. Вот животные – это как раз черты характера, гипертрофированно, подчеркнуто выявленные черты характера, которые, сталкиваясь вот в таких ситуациях, вот так себя ведут. У нас этого с вами нет, потому что мы не сказками занимаемся, мы занимаемся священной литературой. Но принципы соблюдаются тоже в том числе. То есть мы найдем здесь и божественное вмешательство. Мы еще об этом не говорили, но значит, исход из Египта, это самое большое вот в историю человечества вмешивается, чудесным образом вмешивается воля Всевышнего. И такие небольшие, как видение, я имею в виду небольшие детали, как видение, вернее, лестницы Якова или видение огненной печи, проходящей мимо половинками, это случай с Авраамом, мимо половинками жертвы. Это вот, так сказать, большие или маленькие чудесные вмешательства Всевышнего, его проявление, его след, потому что мы не можем его видеть, мы можем видеть только его след. То есть это волшебное. Бытовые, вот мы с вами как раз последние, и сегодня вы опять вспомнили, бытовые какие-то элементы, как себе нужно вести, это уже буквально наставление, что-то вроде мишлей, не только каким-нибудь там, но и что делать надо. Это Авраам, покупающий участок, причем мы знаем, что с убытком в себе. И это Яков, сейчас покупающий участок, и это Давид, покупающий участок, потому что старый город стоит на участке, который Давид купил у крестьянина. Мог он его захватить? Мог, не хотел. Значит, нам посыл идет. Нам
нас учат этим, о том, что то, что ты приобретаешь, и еще и нас учат всегда о том, что надо обязательно документ какой-то иметь этого договора, то это у тебя навсегда. И мы знаем, например, после возвращения из Вавилонского плена, это времена Израиля и Нехемии, у кого была купчая на дом в Иерусалиме, того и селили. То есть 50 лет плена, возвращение, это ж какие передряги люди попадали. Это уже третье поколение пришло, и у этого третьего поколения купчая на дом в Иерусалиме. Дома нет, а купчая у него есть. Вот. Так что это правда. Вы сегодня упомянули миропорядок. Но это самое главное, что принесли евреи – порядок. Да, да. Порядок владения, порядок управления, порядок наследования или вероятный брак, когда вдова должна, бездетная вдова должна выйти замуж и родить наследника мертвого человека. То есть очень много советов, они даже не просто в форме советов, они в форме мицвот существуют, некоторые. И в Брешит сейчас пока мицвот таких вот заповедей нет, они появятся в Торе. Но пример наших праотцов, он уже как... Слово никак не могу подобрать. Это, в общем, как настойчивое пожелание поступать так, а не иначе. Ну да, вот Да, миропорядок. выстраивается вот этот вот порядок, Да. ну, степ-бай-степ, шаг за шагом, он вот говорится. И это же понятно, что, извините, я вас прервал, Ничего. просто я знаете, о чем подумал, что когда начали изучать Тору уже по-настоящему, там народ начал изучать, это же было очень важно. А до этого, когда только, значит, владели этим, значит, раввины, ну, колено Леви там и так далее. Не совсем раввины, раввины в то время Да, не было, да, да. Ну, священники, я просто скорее священник. священники, Да, да. вот священник, конечно, я Да. просто слово, так сказать, самое, да. Это же тоже внимали и понимали, для чего это нужно. И вот это было некоторое установление жизни. Вот это очень важно. Да, извините, я вас Да, прервал. да, но это мы говорим о порядке. Если мы с вами, например, посмотрим, это уже после того, как второй храм был разрушен, мы с вами попали, прибежим в 3 веке новой эры, в 5 веке новой эры, мы попали с вами в Европу, в Малую Азию. С чем мы встречаемся? Ну, у кого сабля, тот и пан. Да. То есть каждый... Наше древнее состояние, которое мы сейчас с вами читаем, оно продолжалось еще тысячи лет после того, как мы уже пришли к цивилизации, к закону, к Мишне, мы уже Талмуд пишем, а люди до сих пор отбивают друг у друга, например, значит, это уже вот позднее Средневековье, по-моему, 12-13 век, в долине Рейна есть замок, точнее 2 горы, 2 замка, которые разделены стеной. Это 2 брата. 2 брата, которые между собой воевали, между собой мечом доказывали, кто из них лучше, кто из них имеет право на управление, на наследование. Вместо того, чтобы обратиться к закону, в то время Европа обращалась к мечу. И в конце концов эти оба брата друг друга убили в церкви. Вот. И значит, так и остались эти замки невостребованными. И так продолжаться будет еще очень долго. Очень постепенно порядок и закон вместе с евреями приходят в Европу. Я уже в прошлый раз говорил о том, что мы сейчас будем праздновать 1700 лет проживания евреев в Европе. Ну, в данном случае в Германии. То есть в 300 году новой эры вместе с Римом пришли евреи. Почему? Причем это был указ римского императора о том, чтобы брать с собой и селить вместе с собой евреев. Почему? Ну, потому что мы это приносили. То есть в естественное право, то есть кто сильнее, тот и хозяин,
естественное право, мы приносили порядок. И этот порядок иногда нравился, чаще не нравился, естественно. Но римляне понимали, что если вот этот человек или эта группа людей будут и торговать, и финансами заведовать, я имею в виду, это же надо было менять что-то на что-то, это впервые финансовую систему в Европе, конечно, сделали евреи. Почему? Порядок, очень большой порядок в деньгах приводил к порядку в отношениях между, так сказать, между спорящими сторонами. И недаром мы с вами знаем из европейского фольклора, знаем описание гномов или маленьких волшебных человечков, которые обращаются к волшебной книге, что-то там вычитывают, говорят, говорят странные слова. Абра-кадабра – это эбре кидебре. Сделается, будет создано, как сказано. Абра – я сделаю, как сказано. Я создам, как сказано. Абра-кадабра. И вот они, не понимая, что говорят евреи, вы знаете, туда обращались за порядком. Когда уставали бить друг друга, приходили и просили совета. И наши мудрецы часто бывали советниками, не только финансовыми, но и политическими советниками и в Испании, и в Португалии, и в Ливане. Да. Именно вот то, что вы подчеркнули. Мы сейчас видим становление мира, порядка. Это еще маленький мир. Это еще мир в семье, это мир вокруг семьи, это еще локальное. И нам говорится здесь, например, в этой главе говорится о том, что если ты применяешь хитрость и силу, то ты подставляешь меня, говорит Яков Шимону и Леве. Вы меня смутили в этой ситуации, порядок нарушили, вы нарушили порядок. И это осуждение. Он потом говорит, да не упомянется имя мое с вашими именами. Да, То есть, чтобы не говорили, это дети Якова. Да, вот, да. Мы знаем этого Шимона, или это дети Якова. Он говорит, я не хочу, чтобы упоминали, что вы мои дети. Ну, в этом смысле. То есть, само стремление к порядку нам подчеркивается как огромная ценность, которая начинается здесь, а потом мы ее будем носить с собой всегда. Кстати, рассуждая о Холокосте и рассуждая о том, что происходило в духовном мире того времени в Германии, мы с вами обращаем внимание, от чего отказался Третий Рейх. От религии, прежде всего от религии, потому что она приносит порядок, она заставляет человека отвечать за свои поступки, и это лишнее, это ненужное, это мешает, и поэтому они вернулись к языческой религии. Они придумали Вальгалу, они придумали что угодно, оправдывающее их беззаконие. И сам антисемитизм по версии одного из авторов, женщина писала много лет назад, говорит, антисемитизм оттуда корни имеет. Как это я, сильный человек, не могу взять то, что я хочу взять? Почему ты мне говоришь, что это его, это мое, потому что я в силе? А кто говорит, это его, а это твое, а это мое, это... Кто порядок расставляет? Евреи. Они принесли закон. Христианство подхватывает этот порядок, на таком душевном уровне, а не в форме закона. Еврей-то на законе живет, опираясь на закон. И это могло вызвать очень большое недовольство недовольство сильных. Это очень интересное замечание. Я как-то в этом контексте не думал. Значит, это действительно очень разумное замечание, потому что Третий Рейх действительно отменил религию и вернулся вот к этим языческим верованиям, так сказать.
И обратите внимание, Советский Союз в период становления вот этой идеологии тоже же ведь, он не вернулся в язычество, а он пытался, так сказать, насадить свое понимание, значит, мира, да, и вот здесь тоже религия оказалась, как бы сказать, в стороне. И я об этом тоже читал когда-то статью, что по-настоящему, ну, не возврат, конечно, это не очень хорошо так говорить, а некоторое подчеркнутое вдруг уважение к религии возникло во время Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, Да. когда Сталин как бы начал подчеркнуто приглашать священников там и так далее, как бы подчеркивая, что все-таки это ценится и уважается властями. Вот это вот фактически нужна была война, чтобы вот такой политический ход был сделан. Да. Ну, а что было потом, мы опять тоже хорошо знаем. Так сказать, да. Опять откат. Да, опять откат, конечно, все стало хорошо, чего же. Ну, вот такое поступательное развитие всего человечества на все время. Мы все время забегаем вперед, потом опять откатываемся. Мы говорим, откатываемся в Средневековье, на самом деле очень часто гораздо глубже, гораздо дальше. Да, да, В Средневековье еще детский лепет по сравнению с той жестокостью, которая разрешена была язычеством. конечно. И вот как раз вот то, что я обратил внимание на вот эту самую 40 пасуков по поводу сыновей Исхака, вот это тоже, понимаете, другое, так сказать, проявление порядка всех, ну, не то чтобы исчислить, в смысле там, как потом было исчислено, да, по полшекеля и так далее, а именно, вот, как бы сказать, сигнал, что семья – это очень важно, и семью надо знать. Вот примерно вот эта логика. А в язычестве же этого не было, так сказать. Это какая семья-то? Единственная семья, такая полновесная, полноценная, это была семья богов на Олимпе. Да. Там подробно все Да, описывались. там Но подробно чтобы все описывать человеческие, да, поскольку цари менялись, и менялись не только, да. менялись династии очень быстро, и мы знаем это по истории, что династия 100-200 лет. Это хорошо стояла такая крепкая династия, 100-200 лет. То есть 4 поколения, 5 поколений максимум. Да. Еще очень интересная вещь. Вчера была, к сожалению, я же говорю, я сижу, не, позавчера, я сидел на конференции, но у меня обычно телевизор включенный, канал «Культура», так сказать, там что-то. И была программа «Наблюдатель». Честно говоря, я даже, так сказать, не очень понял, о чем они разговаривали, но вдруг прислушался, один из участников говорил ровно то, что мы с вами там на прошлом или позапрошлом занятии обсуждали, значит, о том, что Бог, разрушив Вавилонскую башню, оказал большую услугу человечеству, так сказать, сделав его разнообразным. То есть я задумался, что я, скажем, вот в тех комментариях, которые я читал, я не видел этого, да. Возможно, потом какие-то христианские комментаторы что-то подобное придумали. Ну, да, пожалуй, здесь для меня больше я слышу привкус 19 века. Теории эволюции, да. Больше 19 века, когда увидели разнообразие. Вот. Но, опять-таки, мы с вами говорили о том, что если Тора, если Священное Писание является основой всей цивилизации, значит, естественно, и Дарвин был очень хорошо с этим знаком. Конечно. И, соответственно, вот, комментаторская литература и сама литература, священная литература помогает, подталкивает. И не равен час, что вот Вавилонская башня из подсознания может выйти как единство и борьба противоположностей или там законы эволюции и выживания лучших, которая требует от тебя, в смысле от природы, требует многообразия, иначе выбор будет небольшой.
сама картина этого многообразия, конечно, поражает. Я имею в виду не только человеческого, а в природе, потому что, ну, представьте, климатическая зона или климатический период большой, там 10 тысяч лет, несчастная копеечка в истории, 10 тысяч лет, для всех растений одинаково. Вот растут растения, они для всех одинаково. Температура больше, меньшей степени, и все вырастают одинаково. Зачем же тогда такое многообразие? Почему на одном квадратном метре 20-30 видов трав? Ну и тут поражаешься, ты понимаешь, что это вообще все только до критического уровня. То есть вот дай температуру, предположим, среднюю там 40 градусов по Цельсию летом. Ну, это бывает, это вот южная наша территория. И из этих 23 выживут, остальные не выдержат. И дай критического в обратном направлении, холод. Те, кто там выжил, здесь. И если бы не это многообразие, мы бы через некоторое время, при небольших колебаниях, мы бы видели голую землю. Это и человека касается в том числе. И человека касается. Я недавно прочел, где-то, не помню, случайная фраза, предсказания, ну, как всегда сейчас этих предсказаний, и катаклизмов, и апокалипсиса, их много. Ну вот одна фраза прозвучала как-то очень банально и недоказуемо, но она меня так чуть-чуть остановила. Кто-то в какой-то статье сказал, выживут худые и неумные. Я не против предсказаний, но если, то почему? Ну вот что должно случиться с человечеством, что максимально эффективный будет не умный и не толстый? Не знаю, но это в контексте разнообразия и его трактовки этого разнообразия. Ну, я думаю, здесь Не это знаю, самое. да. Глупости хватает, так сказать. Я еще мог бы как-то это объяснить, но я даже объяснять не буду. Потому что сейчас, кстати, я затеял одну работу очень интересную, связанную с изменением климата в Арктике. Я думаю, через неделю, может быть, там дней через 10 сможем даже обсудить. Сейчас у меня девочка считает там эти самые, вот там я дал ей модель, она считает, посмотрим, что из этого выйдет. Но если говорить об этих предсказаниях, сейчас же там кому не лень все предсказания делают, так сказать, это уже начинает немножко, знаете, уже Ну, да. Нет, расстраивать даже начинает, потому что как-то все очень несерьезно, не солидно. Но в Монголии вот, ну, это уже вот серьезные физические, так сказать, эти самые наблюдения, что там температура, так сказать, уже поднялась в этих пустынях настолько, что там уже перестало или почти перестало что-то расти. То есть это вот как раз последние там сколько-то лет. Ну, трудно пока что-то говорить, потому что тут говорят, что может быть, если говорить опять же глобальных, так сказать, катаклизмах, говорят, что есть мнение, что человеческая активность здесь очень мало влияет, потому что влияет больше всего Солнце. Ну, не знаю. Я-то всегда считал, понимаете, у меня очень простая точка зрения. Если пруд там, условно говоря, загрязняется чем-то там естественным образом, то подливать в него еще масло, так сказать, ну, точно не стоит. Вот. Это примерно, так сказать, так. Ну, масло, я не знаю, керосин. Я хочу вернуться к Давайте нашим вернемся, рассуждениям конечно. по поводу недельной главы, которая имеет значение. Это тоже наш с вами разговор еще весной, как только началась пандемия. Мы с вами на эту тему немножечко зацепили. Мы говорили об эффективности того или иного государства. То есть как эффективно справляется или не справляется. Тогда это только начиналось, мы не видели вот таких больших масштабных картинок. Но тогда прозвучало в разговоре, что чем лучше дисциплина в государстве, чем, скажем, вернувшись к терминологии сегодняшней главы и сегодняшних обсуждений, чем лучше правопорядок в государстве, то есть власть
и народ понимают, что они занимаются одним и тем же делом, тем эффективнее борьба с коронавирусом. Потому что если, ну, к примеру, просто вот если китайцам сказали, что нужно носить маски, то нет демонстрации протеста. Есть понимание, что выживать можно только благодаря мироустройству. То есть у нас государство вот так устроено, значит, мы вот так будем делать. И мы видим почти нулевую картину. Мы видим почти, где у нас больше всего, где меньше всего, прошу прощения, но это тоже одна из важных деталей. Не только важно иметь закон, но надо еще и уметь слушаться этого закона. Да, вот то, что я называю культурный феномен, это вообще говоря. Да. Китай или Япония или Южная Корея, это вот государству надо слушаться. Потому что вы его сами построили. Да, если уж построили, то вы его не свергаете каждый раз, когда трудно или больно или плохо. Вы его просто достраиваете, перестраиваете потихонечку, послегка. Но в конечном итоге эффективность его видна. Законы плюс исполнение этих законов. Очень, кстати, по-еврейски. Исполнение законов – это очень по-еврейски. Это то, что начинается в наших главах и заканчивается потом менталитетом. Где свободнее люди вот себя чувствуют, так сказать, непослушные мальчишки и девчонки, там больше всего эпидемия. Я бы даже не сказал свободнее. Здесь вот это уже на грани некоторой такой разнузданности, понимаете? Это свобода от закона. Я не хочу соблюдать закон, потому что я личность. Вы знаете, любой закон напрягает мою личность. Нужно найти баланс, когда закон полезно исполнять, когда это нужно, и когда нужно подчеркнуть свою индивидуальность и получить свою свободу. Без баланса просто нереально. Перекосы в одну и другую сторону, в смысле послушания – это арабское государство, а в смысле непослушания – это анархия. Так вот, между ними как-то нужно найти, чтобы это было эффективно. И вот мы впервые в наших главах сталкиваемся о том, что вот такие законы, порядок, описание семьи, кто старше, кто младше, кто будет наследовать, кто не будет наследовать. Это дисциплина сейчас пока внутри семьи, потом будет потихоньку воспитываться во всем народе. Хотя это идеальная картинка, конечно, мы тоже очень непослушный народ. Это непослушный народ. Мы стремимся к верховенству закона. Да, но это вот важный момент, потому что вот я говорю, эти вот мои работы, то, что я рассказывал, это с вашей подачи, это было здорово названо, это время обниматься и время уклоняться от объятий. Это замечательно просто. Но вот это как раз там было показывает, что все-таки вот это вот небрежение вот этими самыми установлениями к плохим последствиям ведет. Китай действительно, эти 3-4 страны показывают просто какое-то идеальное, так сказать. Вы знаете, что с Китаем было, опять же, так сказать, отклоняясь немножко от темы, 3 дня тому назад они закрыли аэропорт. Прилетел человек, контачивший с коронавирусной. Они проверили 18 тысяч человек за сутки. Они закрыли аэропорт, никого не выпускали. Вы представляете, что там, каково там было? Ну ничего, все сделали, так сказать. И там, я сейчас не помню, 60 человек, по-моему, отправили куда-то, остальных, так сказать, там, идите дальше. Это тема сложная, но то, о чем мы сегодня говорили, говорили в недельной главе, о недельной главе, это первые росточки, которые потом проклюнутся и вырастут во всем человечестве. Ну, хорошо, тогда можем на этом закончить сегодняшний. Можем закончить. Но я еще раз хочу просто с удовольствием подчеркнуть, вот эта глава, это вот интеллигентность Якова, которая меня всегда восхищала. Вы знаете, вот
Но это же время-то другое было, понимаете? А вот, Это первые росточки. да, вот появляется человек, который, так сказать, ну вот, я не знаю, вот, как бы сказать, мне бы с ним было бы, наверное, очень приятно познакомиться и что-то пообсуждать, если бы такая возможность была. Вот. Ну ладно. Рэбби, спасибо большое. Еще